6 лет назад у моего отца произошел инсульт. Он продолжает ходить, делать покупки в магазине. И происходит это благодаря тому, что была проведена грамотная реабилитация. Вы скажете, вы профессор, невролог, вы наверняка подключили массу специалистов, дорогущие приборы, аппараты и так далее. Совсем нет. Реабилитация – это прежде всего усилие самого пациента и его родственников. Об этом мы поговорим сейчас. Не дай бог, если вам придется столкнуться с этой страшной ситуацией, и у кого-то из ваших близких произойдет инсульт, черепно-мозговая травма, что потребует очень серьезных вложений, и даже не финансовых, а прежде всего временных, физических, моральных вложений для того, чтобы ваш близкий встал на ноги, смог говорить и вернулся к нормальной жизни. Это сложная и тяжелая тема. Но учитывая, что в нашей стране происходит более 500 000 инсультов в год, и треть, это самые минимальные оценки, треть людей нуждается в реабилитации, теперь добавьте сюда посттравматические состояния после черепно-мозговой травмы, где тоже необходима реабилитация, вы поймете, что мы получаем гигантские цифры, гигантское количество людей, которым требуется восстановиться. Что же делать? Главные принципы реабилитации. Простой пример. Ко мне пришел пациент, вернее, его привели. И приводили уже не первый раз. С ним занимались логопеды нашей клиники целый год. И вот родственники говорят: слушайте, Эдуард Скизянович, целый год он ходит в вашу клинику, мы пытаемся восстановить у него речь, а она практически не восстанавливается. Что? Спросил я. Вообще не восстанавливается? Нет, есть какие-то сдвиги положительные, он стал лучше говорить. Первое. Реабилитация проводится до тех пор, пока есть хотя бы минимальные сдвиги в состоянии человека. Второй момент. Я обращаюсь к пациенту и спрашиваю у него: вы хотите продолжать занятия? Он кивнул головой, потому что сказать-то он толком ничего не мог. Второй принцип. Когда сам пациент желает продолжать реабилитационный процесс. Итог. Через месяц после этого визита у пациента стала восстанавливаться речь. Еще через 2 месяца он стал говорить. Теперь у меня к вам вопрос. А что было бы, если бы родственники и сам пациент прекратили эту реабилитацию? Во всех европейских клиниках реабилитация – это процесс постоянный. Перерывы: завтрак, обед, ужин, дневной отдых и ночной сон. Что же мы видим в наших клиниках и что я слышу очень часто от родственников пациентов? Вот заходишь в палату и видишь, родственники ждут, когда к ним придет инструктор ЛФК, инструктор по массажу, эрготерапевт. Вот он заходит, этот специалист, 15-20 минут он работает, родственники выдыхают, говорят: о, вот лечение пошло. Не так. А вы на что? А вы что будете делать? Сидеть вот так, сложив лапки, и смотреть на своего родственника, пассивно наблюдая за тем, как в течение 15 минут в день он получает, в кавычках, лечение. Лечение по поводу своего инсульта, реабилитацию после своего инсульта. На самом деле вы тоже должны прикладывать и руки, и силы к вашему близкому. Не случайно последние рекомендации, канадские рекомендации по реабилитации после инсульта содержит большой блок, посвященный работе с родственниками пациентов. То есть там вшито в эти рекомендационные позиции понятие работы родственника пациента. Работы именно со своим близким. А не так, что все делают только инструкторы, врачи. Я не перекладываю здесь нагрузку только на близких, мол, все вы сами делаете без врача и инструктора ЛФК, хотя опытный инструктор – это большая помощь, большое подспорье в реабилитационном процессе. Когда начать реабилитацию? И вот это еще большая проблема. Хорошо, сейчас в современных российских клиниках тоже стала меняться парадигма. Был период, когда и врачи, и медсестры, и родственники боялись поднимать пациента после инсульта, после черепно-мозговой травмы. Современная позиция. Реабилитация начинается практически с первых суток после инсульта. Американские врачи там вообще
через 12 часов после инсульта начинает первые реабилитационные процессы, когда все ясно с витальными функциями, то есть жизнеобеспечение не нарушено, мы понимаем, что человек выжил после инсульта, и все, первые сутки мы начинаем с ним работать. Очень важный момент. Вот как во время инсульта есть золотые часы, 3-6 часов, когда мы можем помочь нашему пациенту спасти его жизнь, максимально восстановить его состояние, так и в реабилитационном процессе есть золотые месяцы. Первые 2 месяца – это важнейшие месяцы в реабилитации. Последние данные говорят о том, что то, чего мы добились в первые 2 месяца, равно тому, что мы сможем сделать в последующие 5 лет. 2 месяца и последующие 5 лет. Вот именно поэтому первые месяцы после инсульта, после черепно-мозговой травмы очень важны. Это, кстати, не значит, что мы должны остановить реабилитационный процесс. Вот через 2 месяца там не очень все хорошо идет, и, мол, все, хватит, до свидания. Я вам сейчас покажу график, результаты одного из исследований, и вот вы обратите внимание на точку. Эта точка – пациент, у которого восстановились все функции спустя многие годы после инсульта. Он не прерывал своего реабилитационного процесса на протяжении многих лет, и у него произошло полное восстановление. Он был терпелив через почти 20 лет после инсульта. Полное восстановление. Возвращаясь к тому, с чего я начал. Когда у моего папы был инсульт, с первых дней, когда он оказался уже в палате, мы его перевели из реанимации, мы начали с ним реабилитацию. И когда на обход заходили мои коллеги, профессор, заведующий отделением, они с изумлением видели, что отец своей паратической рукой, в которой есть слабость, после инсульта развивается слабость, расставляет фигуры на шахматной доске. Мы с ним занимались и шахматами, я его заставлял ходить, выполнять мелкие движения, и давая ручку или карандаш в руки вашему близкому, вы создаете очень важный эффект. Вы создаете эффект не просто реабилитации, создаете эффект нейропластичности. Развитие утраченного навыка, речи, движения, пения, чтения, рисования, письма – это развитие нейропластичности. В мозге начинают формироваться новые связи, и именно это основа для того, что мы называем адекватной, успешной реабилитацией. Мозг формирует новые взаимоотношения, и, проще говоря, с разбитой, разрушенной части мозга после инсульта или после черепно-мозговой травмы функции как бы перемещаются на другие сохраненные участки мозга. То есть мозг начинает управлять этой ситуацией и формирует за счет нейропластичности новые связи, и именно поэтому восстанавливаются утраченные навыки. А теперь об очень простых рекомендациях. С чего мы начинаем? Вы удивитесь, но лечение положением, правильная поза в кровати, даже у тяжелого пациента, находящегося в СОПРе, сомноленции и даже в коме, это первый удачный шаг в адекватной нейрореабилитации. Потому что если пациент лежит скрючившись, согнувшись, впоследствии это может привести к контрактуре. Делать этого нельзя. Посоветуйтесь с опытным инструктором ЛФК и врачом, как правильно выполнять эти установки, эти правильные позы делать в кровати. Второй момент – питание. Классическая ошибка, которая встречается до сих пор. Пациента нельзя кормить лежа. Вот попробуйте сами, попробуйте лежа в кровати, взять тарелку с кашей и поесть. Или даже просто выпить стакан воды. Не получится у вас, вы поперхнетесь. Так вот, вы должны либо посадить как минимум вашего близкого в кровати, а лучше всего, приложив усилия, вытащить его с кровати, посадить рядом с кроватью, чтобы он ел именно так. Не в кровати, а рядом с ней. Да, это усилие, это тяжело, но это воздастся вам. Почему так это важно? Если вы начинаете как в топку закидывать ложку за ложкой в рот вашему больному родственнику кашу или суп, вы можете создать очень неприятные последствия аспирационной пневмонии. Ведь когда вы ложитесь и пьете воду лежа, вы начинаете откашливаться, поперхиваться. Вы таким образом предотвращаете
попадание пищи или воды в вашу бронхолегочную систему. А у пациента после инсульта этого защитного рефлекса нет. И кусочек пищи может попасть в бронхолегочное дерево, проще говоря, закупорить его, и вот вам, пожалуйста, аспирационная пневмония. Инсульт будет маленький, а пациент умрет от тяжелой проблемы последствия интеркуррентной инфекции, пневмонии, то есть сопутствующие патологии. Следующая рекомендация – это туалет. Это не только отправление физиологических нужд, но это и чистка зубов, это умывание пациента. И порой в палатах мои коллеги-врачи чувствуют первый неприятный вот этот вот оттенок, первый неприятный момент, когда заходят в палату с тяжелыми пациентами, запах. Неприятный запах давно не мытого тела. Почему-то говорят или как-то считают люди, что человек, находящийся в тяжелом состоянии, не должен умываться, мыться, чистить зубы. Это неправильно. Есть классическое правило 2-4-12. Каждые 2 часа пациента надо поворачивать в кровати с бока на бок. Каждые 4 часа ему надо очищать слизистые, нос, рот. И каждые 12 часов влажной губкой протирать его тело. Но никаким не вариантом нашатырки, там, сушащих каких-то веществ, это плохо. Обычная мягкая губка, смоченная мылом, омовение выполняется, и это препятствует, опять-таки, очень важной, грозной проблеме. Это препятствует формированию пролежней и присоединению инфекций. Ведь у тяжело больного человека после ЧМТ, после инсульта, легкость подключения этой инфекции многократно выше, чем у человека, который может передвигаться в пределах палаты или комнаты. Следующий момент – это восстановление двигательных и речевых навыков. Вот тут не обойтись без помощи опытного специалиста ЛФК. Правильная постановка движений, ходьбы, правильные нагрузки на слабую конечность – это очень важный момент. Не надо сразу давать там мячик, эспандер, заставлять пациента двигать рукой, нажимать его. Что мы можем добиться в кавычках таким образом? Мы можем добиться только усиления контрактуры. Это очень важный момент, потому что у пациента после инсульта и после ЧМТ и так формируется спастика, повышается мышечный тонус и формируется эта контрактура. А если вы неправильно будете делать определенные движения с вашим пациентом, с вашим родственником, то вы усилите эту контрактуру. Реабилитация – это не только дорогостоящие аппараты, комплексы, это не те пресловутые 1-2 недели в отделении ранней реабилитации после инсульта, это длительный процесс, который продолжается в течение очень долгого времени уже и в домашних условиях. Когда вашего родственника выписали из больницы, реабилитация не должна быть прекращена ни в коем случае. Постоянство, преемственность, длительность и правильность этого процесса – залог успеха, залог того, что ваш близкий встанет на ноги, сможет говорить и радоваться этому миру. Будьте здоровы, берегите себя и ваших близких.